Всем доброй ночи, друзья мои. Я вам дарила ритуал к богине Дурге для защиты женщин, поскольку она является второй ипостасью богини Кали. Если Кали защитница Родины, то Дурга защитница рода. А кто более всего отвечает за род человеческий? Женщина. Та, которая рождает этот род, та, которая становится родительницей и основой этого рода. Но сегодня я хочу вам подарить обращение к богине Дурге для благополучия семьи. Этот ритуал могут провести женщины, и благополучие в семью будет приходить от мужа, от сына, от нее самой. Вы у меня иногда спрашиваете, если я не работаю, работает муж, что провести? Вы можете провести ритуалы денежные. В любом случае эти деньги будут приходить в семью. Но можете провести вот данный ритуал и получать эти блага для своей семьи. Я хочу рассказать предысторию этого ритуала. Дело в том, что я этот ритуал нашла еще в студенческие годы, когда мы изучали на 3-м курсе историю Индии, вообще Азия, Африка, и туда входит история Индии. У нас был такой преподаватель серебряный, такой маленький, рыженький еврей, но очень интересный преподаватель, очень разумный. Я его запомнила, поскольку он был очень строгий человек, абсолютно неподкупный, драл с нас 7 шкур. Но его предмет мы запомнили лучше всего. И вот у нас было задание Индия, период Махараджи. И копаясь, естественно, в древних таких текстах, естественно, копии текстов, которые для нашего университета, для архива предоставлялись. Кстати, хочу сказать, что библиотека, архив педуниверситета Волгограда, он очень обширный и очень такой замечательный. Нашему университету больше 400 лет. Это университет имени Серафимовича. Когда-то это был университет благородных девиц и юношей, то есть как гимназия, университет заодно, Царицынский. Но потом, естественно, после революции переименовали в Сталинградский, а сейчас уже Волгоградский. И я нашла там определенный такой текст. Я сохранила этот текст, но только спустя 7 лет, где-то так, мне удалось попросить через интернет одного человека, который знал хинди, и он как бы правильно расставил, поскольку там были написаны на латинском, на латине, да, латинскими буквами, извиняюсь. И произношение, и все прочее он мне отправил и объяснил примерно, о чем речь. Это просьба о благополучии семьи, о том, чтобы в семье были деньги, золото, имущество, согласие, спокойствие и так далее. То есть призыв удачи от богини Дурга. Естественно, там не сказано было, как это провести в домашних условиях. Единственное, что было сказано, что этот ритуал проводили жрецы для людей. То есть люди приходили и повторяли за жрецом то, что он хотел попросить у богини. Жрец брал за это плату, брал откуп для храма и проводил такой ритуал. И люди были настолько довольны, что для проведения данного ритуала выстраивались целые очереди.
Хочу сказать, что ритуал редкий. Уверена, что мало кто вообще из зрителей и вообще из историков интересовался этим всем. Как правило, они интересуются больше внешней политикой, внутренней политикой того времени, войны, завоевания и так далее, нацеленные в основном на это, и правильно, это история, и история их и интересует. Но поскольку, кроме того, что я историк, я еще и ведьма, и прирожденная, и мне это дано по, по праву моего рождения, да, и передано. Естественно, мне как бы и попадались, но я в случайности не верю. Естественно и понятно, что они приходили для того, чтобы я их нашла, эти работы, и когда-нибудь опубликовала, подарила людям или сама пользовалась этим. Поэтому понятное дело, что это все было не случайно на моем пути встречено. Я дополнила этот ритуал, точнее, этот заговор ритуалом. Простым людям не рекомендую дома держать статую богини Дурга. Она все-таки ипостась Кали. Она воин. Я объясню, почему я вам говорю, что некоторые предметы, атрибуты, статуи нельзя держать у себя дома обычным людям. Я просто вам объясню. Дело в том, что эти статуи, эти атрибуты, старинные книги, книги магии, даже карты, руны, которые вообще относятся к магии, они все питаются энергетикой. Это не просто предметы, это не просто кусок металла или там камня и прочее. Туда приходят и с ними находятся силы, определенные силы, духи. Потому что такие предметы, они, как правило, это предметы-посредники между богами и людьми. И туда приходят, то есть подходят к этим предметам, привязываются к этим предметам силы. Эти силы ищут подпитки. Друзья мои, если я несколько дней, например, занятый и не снимаю, не отдаю вам ролик, какой-либо ритуал, у меня такое ощущение, как ломка у наркоманов. Меня трясет, я плохо себя чувствую, настроения нет. И знаете почему? Потому что когда я вам дарю, происходит взаимообмен энергиями. Вы берете эти ритуалы, вы их проводите, вы отдаете эту положительную энергию радости, потому что у вас получается этим силам. Это для них подпитка. Вот я их питаю. Они мне за это дары, благодарности, удачная магия, да, слава, признание и так далее. То есть вот взаимовыгодный союз. То же самое должно происходить с атрибутами. Если дома есть старинные атрибуты, есть чуры, есть статуи богов и прочее, они просто стоят, не работают. Вот у вас есть статуя фортуны, вы к ней подходите, вы ей завариваете кофе, благодарите, просите. У вас взаимообмен происходит. Она вам дает то, что вы просите, у вас радость, вы этой радостью питаете ее. Поэтому она у вас может находиться. А определенные предметы культа, которым вы не умеете пользоваться, они просто для красоты находятся, они со временем начинают у вас вытягивать энергию, силу. Им нужна подпитка, а вы не знаете, как их питать. Вот это слово «кормить», кормить духов, кормить статуи, да, оно может звучить смешно. Это не с ложки кормить. Это знать, какие подношения, какие откупы им отдавать, что нужно делать и так далее. Вы их не питаете. И, следовательно, они начинают вытягивать у вас энергию. Поэтому говорю, что такие статуи, таких богов, которые только, в принципе, в эти храмы можно было идти только жрецам и через жрецов просить, такие статуи и такие атрибуты простому человеку держать нельзя. По той причине, что вы не умеете их насыщать энергией, а значит, вашу жизненную силу они будут забирать. Так вот, в этом ритуале нужно разложить на алтарь камни различные, если есть дома. Но здесь ваша фантазия, собственно говоря, может вам
прийти на помощь. Здесь не принципиально. Здесь можно лепестки роз разложить. Здесь можно свечи разных цветов зажечь. Денежное дерево. Деньги можете разложить, различные купюры. Украшения, камни, золото, серебро и так далее. И просить у богини Дурга благословения вашего дома. Проведите этот ритуал раз в неделю, например. И вы увидите, как в доме наступит мир, спокойствие вначале. Потом начнутся финансовые вливания отовсюду. Потом, собственно, начнутся крупные покупки. Потом дары. Приучите свою энергию к богине Дурга. Дурга, которая защищает семью, род, детей, мать, женщину, да. Ее изображают сидящей на тигре или на льве, но чаще всего на льве. Лев – это справедливость, сила, власть, множество рук, видите. Это кормилица, это защитница, это любовь, это, значит, щедрость, откуда идет там изобилие. Это, опять же, защита ребенка, рода и прочее, прочее. Это говорит о том, что женщина, она имеет много функций. Она как мать, она как хозяйка дома, она как любовница для мужа, она как красивое, да, создание красивое, она как дочь своего народа и так далее. Множество функций, которые она замечательно выполняет. Итак, благовоние, камни, украшения, деньги. Алтарь может быть черный, может быть зеленый, может быть красный. Различные свечи. И обращение к богине Дурга. Читать обращение 20 раз. Можете включить мантру для того, чтобы настроиться. Различные есть мантры к богине Дурга. Окуривать можете этот алтарь. И постепенно в вашей семье начнутся перемены, которые вы не ожидали, но они начнутся, потому что покровительница этой богини будет с вами все время. Итак, начнем. Итак, читаем 20 раз. Маханман, Ананд Калки Деви, Дан Карана, Халчал, Пайса, Сона, Хира, Чанди, Ашеват Дена, Хаменджинадо, Тхан Мейн, Хуагемейн, Апко Гурав, Махан Деви, Махан Ман, Анант Калки Деви, Дан Карана, Халчал, Пайса, Сона, Хира, Чханди, Ашеват Дена, Хаменджинедо, Тханмейн, Пхагемейн, Апко Гоурав, Махан Деви.
Mahan Man Anant Kalki Devi Dan Karana Halchal Paisa Sona Hira Chandi Ashevagdena Hamen Jinedo Dhan Main Bhage Main Anko Gaurav Apko Gaurav Mahan Devi Mahan Man Anant Kalki Devi Dan Karana Hal Chal Paisa Sona Hira Chandi Ashevadena Hamen Dinado Dhan Main Bhage Main Aapko Gaurav Mahan Devi